Приветствую, друзья! Продолжаю сборку танка Т-90М «Прорыв» издательства War Thunder Pepper. Найти этот журнал, а также многие другие журналы этого издательства можно будет, перейдя по ссылке, которую оставлю в описании под этим видео. В этой серии будет сборка надгусеничных полок, а также ходовой части танка. Приятного вам просмотра! Я начинаю сборку с полок с вырезки силового узла, в частности ребра жесткости. Уже одна деталь наклеена на картон толщиной полмиллиметра, а вторую планирую приклеить с обратной стороны. Получается вот такой своеобразный пирог. Два слоя из цветных деталей и прослойка из переплетенного картона. Для скрепления использовал клей Уху Креатив для картона. Этот клей в 3 раза дороже клея Момента Кристалл, но значительно менее токсичен, что позволяет использовать его даже при наличии людей рядом. После нанесения слоя клея запаха почти не ощущается. Клей разносится зубочисткой, хотя из-за его густой консистенции равномерно распределить его бывает немного трудно. А вот наступил важный момент – соединение деталей. Пальцами аккуратно выравниваю их, разглаживаю и прижимаю, чтобы все плотно соединилось. Не забываю и про подкраску торцов. Для этого использую защитный акрил номер 55 от звезды и небольшую кисточку зубочистку. Наношу аккуратно и тщательно, чтобы торец выглядел аккуратно и завершенно. В результате видно явную разницу. Детали с подкрашенным торцом выглядят гораздо аккуратнее и эстетичнее по сравнению с неподкрашенным. Вот наглядный пример, как отличаются эти две поверхности. Далее приступаю к сборке различных коробочек разной формы. На видео я покажу процесс сборки только одной коробки, чтобы было понятно, как она собирается, а остальные собираются аналогичным способом. Итак, начиная с вырезания развертки, и первым делом аккуратно загибаю все нужные части с помощью пинцета. Предварительно я сделал небольшие надрезы по линиям сгиба с обратной стороны не острым ножом, чтобы сгибы были более аккуратными. Много раз об этом рассказывал, поэтому на видео я показывать не стал. Что касается клапанов, их я решил оставить для этого видео. Надрезы делал с видимой стороны, а затем подкрасил их в цвет бумаги, чтобы они выглядели аккуратнее. Когда все подготовлено, наношу клей на самый длинный клапан и аккуратно совмещаю две стыкуемые части. Затем прижимаю их пинцетом для надежного соединения. После этого остается приклеить боковые части ящика, и деталь будет полностью готова. На одну сторону этой коробочки начинаю размещать разные детали. Сначала это простой прямоугольник из переплетенного картона толщиной полмиллиметра. Затем на него клею двустороннюю деталь, и получается опять же небольшой сэндвич. На другой стороне коробки бутерброд будет посерьезнее. Сначала клею простую деталь, а затем полноценную коробчатую часть. Без понятия, что это, но смотрится очень даже красиво. Далее размещаю все коробочки так, если бы они были на полке. А пока я это делаю, я расскажу вам о конкурсе, который уже проходит в моей группе ВК. Конкурс называется «Бронеколеса». Если коротко, то вам необходимо найти журнал с любой военной техникой на колесах. Сканы также можно. Подать заявку на участие в конкурсе и после одобрения начать собирать модель. Ну а более подробную информацию по конкурсу можно прочитать в регламенте в группе ВК. Ссылка будет в описании под видео. А у кого есть возможность и главное желание выступить в роли спонсора конкурса и помочь мне в наполнении денежного фонда на подарки, для вас оставлю реквизиты карты в описании под этим видео. Всем спасибо за помощь.
Вот и пришло время собрать саму полку. В общем, она двусторонняя деталь, надеюсь вы поняли, о чем я. На нее нужно наклеить перегородки. Забегая немного вперед, скажу, что не все из них я буду клеить. Часть я оставлю без перегородок, так как они банально не влезли по габариту. Но пока я наклеил первую перегородку и приступаю к установке первого ящика. Клею, конечно же, на клей и на водной основе, чтобы избежать волнообразности полки. При помощи блока лего выравниваю коробку по краю. И вот наконец-то первая коробка приклеена. Теперь приступаю к перегородке. Ее тоже аккуратно выравниваю при помощи пластикового помощника. Затем наклеиваю следующую коробку, после новую перегородку и затем опять же коробку и так далее. Но вот тут обнаруживается нюанс. Коробка занимает то место, где должна быть перегородка, поэтому с этого момента я уже больше не устанавливал перегородки между коробками. В итоге вот такая полка получилась, и тут видно, что между второй и третьей коробки нет никаких перегородок. Вторая полка тоже уже собрана. Дальше перехожу к приклеиванию продольного ребра жесткости, которое собрал ранее. Здесь я использую уже клей ПВА. В данном случае он не сможет повлиять на геометрию деталей, так что его вполне можно применять. Стараюсь нанести клей равномерно, а излишки сразу убираю. Полку выравниваю при помощи ровной поверхности. Вот и все, этот этап завершен. Пока что полки убираю в сторону, их очередь еще придет, а сам перехожу к сборке сундука в корме. Эту нехитрую деталь нужно свернуть в аккуратную коробочку. Сначала загибаю все линии сгиба как положено. Небольшой выступ складываю пополам и проклеиваю. Перед тем как собрать коробку, приклеиваю на ее плоскости все элементы. Так можно их прижать максимально плотно на ровной поверхности и получить плотную фиксацию деталей. Если же сначала собрать коробку, прижимать детали уже будет неудобно. Легко можно помять стенки или даже сломать всю конструкцию. Когда все элементы наклеены, начинаю сборку самой коробочки. Здесь я удалил все клапана, поэтому наношу клей ПВА на торцы стыкуемых граней с помощью зубочистки. Затем аккуратно соединяю части и держу их примерно 2 минуты, чтобы клей хорошо зафиксировался и высох. Постарался подробно показать, как я собирал эту коробку.
Примеряя по месту, смотрится очень даже красиво. Остается еще наклеить крепление для бочки, и задний сундук будет полностью готов. Установкой полок на танк займусь позже, а пока перехожу к сборке катков. Опорные катки у танка максимально простые. Вот такая деталь и сразу два катка готово. Как видите, клапана я не срезал, соберу один каток с ними, а дальше уже буду без них собирать. У клапанов я удалил половину толщины, а чтобы белого от них не было видно, я крашу клапана ближе к детали в серый цвет. Итак, начинаю скруглять детали. Как всегда, сначала цилиндром побольше, а затем уже более мелким цилиндром, скругляя от края детали к центру. И также не забывая про скругление клапана. Остается дело за малым: нанести клей на клапан и склеить бумажное кольцо. В данной ситуации клапан я не стал подкрашивать в цвет, так как даже если будет его видно, после склейки кольца все равно это место в будущем закроется. Оставляю сохнуть на вот такой оправке. Далее наношу клей на зубчатые клапана и приклеиваю диск. Колпачок от маркера мне в этом поможет. Он придаст правильную форму, а также поможет прижать диск к клапанам. Со второй стороной поступает точно так же. Вот, собственно, каток и готов. Остальные катки я уже собирал без клапанов, мне так более привычно. Второй каток готов, а вот и другие. Ленивец и поддерживающие катки собираются аналогично, но что-то мне подсказывает, что ленивец я собрал неправильно. Звездочку можно собирать в двух вариантах: сложный и более сложный. Если выбираем более детальный вариант, то часть деталей необходимо вырезать из простого варианта. Тут главное не запутаться, какие именно. Вот такой каток мне предстоит собрать. Надеюсь, весь объем деталей вам будет виден на этом видео. Далее клею разные колечки, конуса, подклейки деталей на картон и тому подобное. В принципе, комментировать тут и нечего.
Вот и все, катки собраны. Гусеница дана в виде ленты. Для 50 масштаба это норма. Вырезаю детали и сразу приступаю к склейке. После высыхания клея вырезаю отверстие под зубцы звездочки. Вот тут будет видно, о чем я говорю. Небольшая примерка и вроде как просится немного увеличить отверстие под зубцы. Соединяю две части ленты и можно переходить к установке всего ранее собранного. Начинаю устанавливать опорные катки. Сначала мажу клеем деталь и дам клею немного загустеть. Сделал вот такую ступеньку, на которую размещаю корпус танка. Ступенька немного высоковата, поэтому еще использую два вкладыша из картона общей толщиной 2 мм. Беру каток и обозначенным местом совмещаю с корпусом танка. При такой конструкции каток точно садится на свое место. Далее беру следующий каток и повторяю процедуру. Только в этот раз я решил клей нанести на сам каток. Тут я приклеил катки друг за другом, но возможно лучше было бы наклеить сначала катки на крайние места, а затем уже по центру. Ну, в общем, как стал клеить, так и продолжил. После опорных катков клею ленивец. Опорное место для него, как по мне, маловато, и лишь бы в будущем он не отпал. Остается приклеить ведущий каток, а также поддерживающие катки. Теперь задачка будет посложнее. Нужно установить гусеничную ленту на катки и придать ей провис там, где надо, а также постараться не оторвать уже наклеенные катки. Совмещаю отверстие в ленте с зубцами звездочки и пинцетом берусь за ленту напротив поддерживающего катка. Отверткой придаю загиб, а затем пальцами выправляю гусеницу до более красивого вида. Повторяю все это для остальных поддерживающих катков и загибаю ленту вокруг ленивца и звездочки. Перед приклейкой ленты подкрашиваю все торцы темно-серым акрилом. Итак, лента на танк установлена и можно переходить к сборке бортовых экранов. Хотя нет, решил еще приклеить крышки задних передач, почему-то их здесь не оказалось. А также погон башни решил установить до сборки экранов. Нанес клей по краям и немного по центру, надеясь клей не выйдет из-за краев.
Немного шуружу пальцем, выравнивая центральное отверстие. По бокам еще клеить какие-то утолщения под диском погона. Аккуратно устанавливаю их на свое место при помощи пинцета. Вот наконец-то и пришло время наклеить на гусеничные полки в сборе. Клей нанес в таком виде. Часть на торец полки, а часть на ящики. Сейчас главное разместить полку и при этом не запачкать текстуру танка клеем. Вроде все встало на свои места и теперь просто держу пару минут. Вторую полку также устанавливаю на свое законное место. И последнее это установка брызговиков. Тут тоже особо комментировать нечего, поэтому просто помолчу. Далее начинаю заниматься установкой кронштейна и крепления экранов. По правому борту они уже на своем месте. Самое сложное на этом этапе это согнуть деталь. Сама деталь кронштейна двухсторонняя. С помощью линейки и ножа формирую линии сгиба, причем резать стараясь под углом, чтобы получить срезку примерно в 90 градусов. Загибать так будет проще, но как видите при сгибе бумага начинает рваться, благо эта деталь особо видно не будет. И вот я держу деталь в руках и понимаю, что можно было ее вырезать из одного слоя, тогда сгибать было бы намного проще. С горем пополам согнул и теперь клею на борт. Далее собираю, собственно, сами бортовые экраны. Беру деталь, мажу клеем, беру другую деталь и получается вот такая двухсторонняя заготовка. Прижимаю линейкой, чтобы особо не покоробила деталь. Так будет спокойнее, хотя особого эффекта от этого не будет. На отмеченные места клею утолщение. Далее собираю флажки в виде слоеного пирога. Затем собираю блоки динамической защиты. Внутри маленькой коробочки контейнера находятся плоские элементы. Когда в блок попадает вражеский снаряд, взрывчатка внутри контейнера детонирует. Взрывная волна и взлетающиеся металлические пластины разрезают или отклоняют кумулятивную струю, многократно снижая ее бронепробиваемость. Вот такой принцип действия этой динамической защиты. На один флажок размещается по два блока динамической защиты. Далее клею установленные ранее блоки защиты на кронштейн на борту танка. Также на борту ближе к корме расположен этот экран.
Он выполнен из двух слоев бумаги, и чтобы обеспечить более аккуратный сгиб, я заранее удалил часть материала по линии сгиба. Однако даже с этим подготовлением при процессе загибания бумага немного порвалась, поэтому впоследствии придется скрыть и подкрасить поврежденные места. Сам изгиб незначителен по размеру, и для того, чтобы избежать его разгибания, я зафиксирую его клеем. На экран клею небольшую прямоугольную деталь, ну и в конце примеряю его на борту танка. И последнее на сегодня — это установка решетчатых экранов в корме танка и по его бортам. Для начала изготавливаю крепление экранов в корме танка. Как видно, один край кронштейна я загнул. Под каким углом сгибать — без понятия, просто на глаз это сделал. И затем на этот изгиб клею еще одну деталь. Вот такая штука в итоге вышла. С противоположной стороны устанавливаю поперечное ребро. Собираю таких кронштейна 4 штуки и начинаю устанавливать их на экран. Сначала хотел сделать экран в виде решеток, но потом решил остановиться на журнальном варианте. Будет желание, а главное время, то переделаю на более реалистичный вариант. Вот тут я сделал ошибку и сразу наклеил экран на его крепление. Делать это следовало по месту, когда крепежи были бы уже приклеены на танке. В этом случае все крепежи установились бы ровно, а в моем случае часть крепежей просто не достала до кормы. В итоге я потом все переделал. В итоге я все кроншейны оторвал, приклеил их на корму танка, а затем уже на эти кроншейны клеил экраны. Вот тут на видео я все уже переделал и исправил свою ошибку. А ниже устанавливается еще один экран. Вот такой общий вид с кормы танка. Экран выглядит, мягко говоря, не особо привлекательно, но пока этот вариант меня полностью устраивает. Бортовые решетки устанавливать намного проще. Тут нет каких-то сложных креплений. Простые прямоугольные детали из двойной бумаги. После сборки, конечно же, примеряю по месту. А вот левый экран оказался немного больше, чем надо. И как итог, я его немного подрезал с большей стороны. Перед установкой экрана надо еще приклеить вот такие небольшие детальки. То ли это какие-то петли, то ли просто уголки, не знаю. В общем, клею их и особо не заморачиваюсь. На данный момент на корпусе танка отсутствуют фары. Они имеют способность отрываться при случайном контакте с пальцами, поэтому клеить их буду потом на финальном этапе, то есть в следующем видео. На этом все на сегодня. Если вам понравилось видео, не забудьте оценить его сочным лайком, пишите комментарии и не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. А в следующей серии будем делать башню танка. В принципе, башня танка уже собрана, а вот монтаж видео затянулся. Да и это видео смонтировал спустя месяц после сборки всего того, что было сегодня на ваших экранах. В общем, следующее видео будет финальным. На этом уже точно все. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.